Hola amigos! 19 декабря в 8 утра я выехал из Лимы и довольно быстро выскочил на шоссе, проходящее сквозь город, как оказалось платное. Но трафик даже на платной дороге оказался ого-го, пришлось потолкаться. Сама дорога шла через районы, которые внешне я бы никак не назвал благополучными. Не фавелы, конечно, но гулять в них я бы не рискнул пойти. После выезда к океану трафик подутих, и я спокойно покатил в сторону Ики. Небо было затянуто дымкой, так что даже появившийся на горизонте океан не выглядел особо фотогеничным. Хотя дело не только в облачности. Шоссе проходит по берегу океана, но если воображение нарисовало вам пляжи и пальмы с зелеными зарослями по сторонам от дороги, то это совсем мимо. Побережье Тихого океана около Лимы – это по сути пустыня из камней и песка, среди которой периодически встречаются признаки жизни в виде небольших поселений, а условные пляжи практически безлюдны. А вот уже около Ики опять пошла жара. И в плане трафика, и в плане погоды. Перед Икой облачность ушла, светило солнце и было плюс 29. Но пейзаж принципиально не поменялся. Разве только что стало меньше камней и больше песка. А после поворота к Уакачини и вовсе началась самая настоящая классическая пустыня с дюнами. Парковка прямо на территории отеля очень удачно. И да, вот это очень удачно. Только я плавки не взял. А плюс 30, в общем, располагает к купанию, однозначно. После заселения в отель я оплатил экскурсию на багги-тур с катанием на доске по дюнам и пошел прогуляться вокруг оазиса, отбиваясь по пути от предложений экскурсий по всей стране. Оазис Уакачина оказался реально красивым местом, но меньше по размерам, чем я представлял. Такой небольшой уютный туристический уголок с кучей ресторанчиков и отелей, окруженный высоченными дюнами. На дюны, кстати, просто так не зайти, это уже считается территорией парка с платным входом. В 16:45 за мной в отель зашел гид на багги-тур. В программе были пустыни на закате и катание на досках по дюнам. И я ждал, что сэндбординг станет самым интересным элементом программы. Но все оказалось совсем иначе. Гид повел нас, меня и еще одну туристку из Германии, наверх в дюны, где оказалась припаркована куча багги. И передал нас водителю Хулио. В нашем багги в итоге оказалось еще 4 человека. Семья из Канады и один их товарищ, который как-то случайно после первой остановки пересел в другое авто. И вот мы стартовали. И буквально с первых же холмов я понял, что поездка на багги по пустыне – это не доставка нас до интересных мест, как я думал, а настоящий роллер-костер по дюнам. Хулио наваливал не по-детски. Понятно, что водители там все дюны знают как свои 5 пальцев, но нам было довольно волнительно и весело взлетать по дюнам и тут же проваливаться на спусках под различными углами и наклонами. А вот сэндбординг оказался совсем не тем, чем я его представлял. Я думал, что это будет как обычный сноубординг, просто по песку вместо снега. Но оказалось, что это просто спуск лежа на доске без креплений. Пока ждал очереди прокатиться на первой точке остановки, разговорился с одним немцем из другого багги, так как он был на полноценных лыжах. Оказалось, он их специально взял в прокат в городе. Но насчет катания по песку, говорит, это вообще чувствуется по-другому. И требует предварительных тренировок на примитивных горках. И вовсе не факт, что с лету можно найти ключ и кайфануть от такого катания. Он на лыжах почти не кантовался, и все равно скорости не хватало. Мы же нормально так улетали вдаль, лежа на досках. Правда, после одного такого спуска полные карманы и ботинки песка обеспечены. После первого катания на досках вновь американские горки по дюнам. И адреналина достаточно, и виды вокруг класс.
Очередную порцию сэндбординга я пропустил, предпочел поснимать видео. А затем мы вновь полетели через дюны вверх-вниз. Но не обратно, мы ехали навстречу солнцу, а не от него, как должно было быть при возвращении к старту. Оказалось все банально просто и не банально красиво. Мы приехали на смотровую дюну прямо под закат и зависли там минут на 20-30, наблюдая, как солнце плавно садится за горизонт на фоне сплошных песков настоящей пустыни. Мне зашло прям очень хорошо. Такую красоту в этой экскурсии я явно не ожидал увидеть. А после захода солнца нас ждал последний участок роллер-костера. Видели когда-нибудь, как разбегаются тараканы на кухне, когда включается свет? Вот если представить это в обратной перемотке, именно так выглядело наше возвращение в Уакачино. С заходом солнца с разных смотровых дюн со всех сторон пустыни стали собираться багги, которые устремились на базу, устроив заодно чуть ли не гонки между собой. А может и не гонки, а просто соревновались, чья группа туристов на дюнах громче визжать будет. В общем, покатушки удались на славу. И уже на парковке над оазисом я заснял Уакачино именно так, как и хотел. Только не в лучах солнца, а в наступающих сумерках. Но в любом раскладе самым ярким впечатлением дня оказался не вид на оазис или сэндбординг, а вид на закат над пустыней и гонки по дюнам.